суток, я вас приветствую на своем канале. Ребят, сегодня у нас расклад интересный, будет их два. Первый будет на... Во-первых, я буду возвращаться немножечко в прошлое на праздник Литы этого года. Буду захватывать эти энергии, потому что очень интересно посмотреть. Сказали, именно этот расклад нужно сделать, значит, мы его будем делать. Значит так, будет он у нас на один вариант. С кем будет резонировать, хорошо, ну а с кем не будет резонировать, значит, просто не ваше. Сразу мы посмотрим как бы общий расклад, да, на ситуацию этого праздника. А потом отдельно на другой абсолютно колоде я посмотрю, что же вам по факту принес этот праздник. Почему так, не знаю. Будем идти по потоку. И потому что нам говорят. Будет у нас несколько вопросов по первой части расклада. Их будет у нас 5. Так. Пока я буду делать выкладку карт, вы, пожалуйста, вернитесь тоже своими мыслями в этот праздник, в энергии именно этого праздника. И если у кого есть возможность вспомнить, что вы делали, пожалуйста, вспоминайте. Это вам очень поможет для понимания того, а что же произошло там, и что сейчас происходит. Для кого актуально сотрудничество, рабочие моменты, ожидайте благодарность, дружбу, любовь, гармонию, ясность, известность в своем деле. Проблемы все будут решаться. Расклад уже хороший, уже замечательный. Вот здесь я буду уточнять по этому таро. Я еще оставлю. Итак, последняя наша. Колода. Препятствия ставили, причем группа лиц вам. Если что, будем уточнять. Празднование, ребятки, ожидайте. О, императрица и празднование. Я же говорю, здесь вопросы с вашим делом, с вашим каким-то... Да, о. То, что, видимо, притормозили, для кого-то будет актуально, что это... должно было случиться еще в начале лета, но вам помешали, поставили палки в колеса или еще что-то предпринимали. И вот сейчас это будет активироваться. Расклад я пишу с определенным ритуалом.
кто уже в курсе по поводу них, свечу моему роду и своему ставите. Птичек кормим, бездомных собачек, кошечек кормим. Дальше все на ваше усмотрение, как посчитаете нужным отблагодарить те силы, которые вам помогут. Причем эти же силы — это ваш род. Кто работает с богами, соответственно, сами знаете, что им надо. Так, давайте посмотрим. Первый вопрос идет. Вот общее понимание того, что у вас сейчас происходит в данный момент. Вот так вот. Что у вас происходит, ребят? А у вас здесь была работа по вам многих людей. Причем, знаете, эти люди, вот вы когда могли с ними общаться, они не желали менять своих желаний, поддержки от них не было, понимания не видели. Вам приходилось приспосабливаться постоянно, работая, сотрудничая, либо если вы дружили, туда же. И вы, видимо, начали обращаться к роду, к богам, к своим силам. И здесь свечная магия, которая на данный момент отпускает ваше прошлое. Вы входите в состояние любви. Не сопротивляйтесь этому, следуйте зову своего сердца. Что происходит? Победа, успех происходит, ребята. Как я говорила, буду докладывать еще на этой колоде. Смотрите, как карты ложатся. Это удивительно. Вот люди из прошлого, они по дьяволу влияли на вас. Какие-то цепи, оковы, кандалы на вас навешивали ментально, астрально, магически. Но здесь вы пошли в сотрудничество с этой же силой. Здесь кто-то берет свою силу в оборот. Вы знакомитесь со своей темной стороной. Здесь знаете, как мне идет? Вот вы обратились к этому 15-му и говорите, мол, ну, с этим надо что-то делать. И здесь от мужчины могло быть влияние на вас. Причем человек, с которым вы, ну не факт, это может быть и по работе моменты, где здесь могли останавливать. И мужчина может быть замешан, и могли останавливать ваше продвижение, вашу работу. Здесь, понимаете, вы человек, который умеет управлять, а это притормаживали. Вот это, что сейчас я смотрю, актуально с июня месяца этого года. Если кто был не в курсе, учтите, вот что на данный момент с вами происходит, почему у вас случается одно, хотя должно было бы случиться другое. Вот это то, что происходит в данный момент. И началось оно с июня, возможно, даже и ранее. Но здесь четко я хочу сказать, что вот этот мужчина обратился к темным силам и энергиям. Я сейчас не буду копать, кто это, что это, хватило ли ему ума, разума и тому подобное. Здесь мы смотрим, что происходит в данный момент именно с вами. Как в болото посадили ваши перспективы все. Вот так мне идет. Так, теперь смотрим следующий вопрос.
Какие области сейчас нуждаются в заботе, да, в уходе, возможно, некоем. То, чем вы можете сейчас пренебрегать. Вот какая-то ситуация, какая-то проблема. Или же вам на что-то нужно просто обратить внимание. На своих фамильяров обращайте внимание, они вам несут истину от мира мертвых. Скоро все закончится. Потери будут, без них никак. Вы потеряете человека, общение, статус, должность. У каждого из вас свое. Доверяйте своей интуиции. У вас начало нового пути. Вашего пути. Перемены. Кто-то куда-то может переехать жить, эмигрировать в другую страну, либо просто полететь в отпуск. Может быть, и это будет. Но даже при всем при этом у вас с этой поездкой начинается нечто новое. Здесь знаете как? Вас люди хотели направить, короче, на тройку мечей, разбить вам сердце. И здесь делали так, чтобы вы тратили деньги, чтобы они у вас уходили. Гармония, чтобы исчезла. Но вы это восстановите за счет вот этой поездки, либо же своей новой трансформации. Но я повторюсь, здесь человек будет искать место отдыха для себя. Понимаете, вот несмотря на то, что вам это делали, вы как абстрагировались, вы все равно выходите в доход, понимаете? Но вы должны учитывать то, что вам сделан деструктив на то, чтобы вы сливали деньги. Либо чтобы у вас их вообще не было. Здесь для кого актуально рыцарь жезлов. Возможно, для кого-то из вас будет подсказка насчет человека, который на вас влиял. Но влияние здесь через мир мертвых останавливали, понимаете? Останавливали ваше движение, продвижение. Здесь человек хотел управлять вашими эмоциями, чувствами. И смотрите, знаете что? Здесь прикладывалась сила на то, чтобы вас поработить психологически, закинуть в одиночество, в разочарование, чтобы вы ожесточились и утратили нравственные идеалы, коль таковые имеются, чтобы вы как будто предали свой собственный кодекс. То есть, допустим, вы в аскезе, в какой бы то ни было, вот, знаете как, провоцировали, чтобы вы нарушили свой обет, зарок, обещание. Тем самым вы бы помогли недоброжелателю пробить вашу защиту. Вот на это вам стоит обратить внимание. Если это случилось, то здесь рыцарь кубковый, понимаете, по этой колоде, это как угорь, и вашим, и нашим, и всегда улизнет. Здесь манипулирование, вот именно воздействие на психику мне идет, помимо того, что разрушали ваш фин-канал. Так, переходим к третьему вопросу. То, от чего вы должны сейчас отказаться, что вы должны отпустить.
Тут вопрос может казаться любых моментов: имущества, убеждений, каких-то людей, прошлого, эмоций. Но не принимайте быстрых решений. Возможно, позднее захотите посожалеть об этом. То есть не на горячую голову, да, это все делается. Во-первых, ребята, здесь хотели, огнем действовали, хотели, чтобы вы отказались от тех знаний, которые вам идут от высших сил и от предков духов вашего рода. Хотели вас контролировать через вашу похоть, через ваши желания. Помните, тут император у нас выпадал? Обратите на это внимание. Вам нужно отказаться именно, видимо, от этого императора. Либо это мужчина, либо это ситуация, либо у вас какое-то дело, которое отжило себя, да? Вы в чем-то не готовы получить ответ на свои вопросы. Понимаете? Осторожнее быть нужно с новыми знакомствами, как среди людей, так и среди энергий. Тут еще такой момент, что всему свое время, понимаете? Не помогайте другим просто так. Пусть они сами к этому приходят. То есть, если помогаете, то нужно знать кому. Это ваш нынешний путь. От чего нужно отказаться? Я бы сказала, ребят, от иллюзий. Возможно, вы о ком-то думаете лучше, чем этот человек является по факту. Здесь трансформация. Здесь жесткие трансформации. Все, чему-то приходит конец. Кто-то, понимаете, мне идет фраза «границы стерты». Но не в том плане, что они исчезли. А что все, человек какой-то, либо какая-то ситуация себя исчерпали. Кто-то вышел за грань дозволенного. Кстати, здесь по второму плану я хочу сказать, если кто недоброжелатель, то есть, кто на деструктивных энергиях идет, здесь человеку говорят, чтобы он отказался от своих вот этих магических воздействий через огонь, через свои заклинания, которыми он разрушает судьбы других людей. И вот начинается веселуха. Да, здесь для людей, которые по кодексу не работают, особенно в магии, не живут, прям четко должен отказаться от того, чем ты занимаешься. Не захочет сам, высшие силы возьмутся за это по-своему. А для тех, кто с кодексом на «ты», ребят, здесь трансформация. Ваша трансформация, когда вы должны
через свою порядочность получить определенную власть и знания. Возможно, для кого-то будет наследство какое-то. Это не обязательно деньги, квартиры, машины. Это наследие вашего рода от мира умерших. Да, я же говорю, слушайте, здесь получение власти. Это ваша награда. Но здесь все равно какой-то мужик, кстати, еще момент, мужик по жезлам к вам мог подкатывать, то есть по нижним чакрам, и пытаться вас подсадить на свой там отросток, чтобы вы зависели от него. Вы не должны бояться принимать решения, ребята. Потому что вас ожидает изобилие за вашу самоотверженность, за те удары, которые вам наносили, за ваши раненые чувства, за то, что подселяли вам специально враждебные мысли, ссорили вас с другими людьми. Я еще уточню девятку стрел по этой колоде. Да, ребят, смотрите, здесь все-таки прорыв, воссоединение с вашим родом, свечами работаете. И знаете как, вам все покажут, вы все увидите. Вы умеете дарить и ценить как свои, так и чувства других людей. Вот это для вас самое основное. Поняли, да? Вы встретите таких же, как вы. Для кого-то актуально, вы встретите пару. Но тоже нужно быть бдительным. Ситуации бывают разные. Так. Четвертый вопрос. Здесь мы посмотрим, что вы еще не можете сделать для того, чтобы достичь той цели, которая у каждого из вас своя будет. Что вам нужно сделать? Кстати, от чего вам отказаться надо? От самопожертвования, ребят. Еще такой момент. И убирать нападки на вас. Здесь чистка нужна. Что вы можете сделать? Вы можете осознать, что в отношениях нет чувства долга. Все должно быть взаимно. Вы должны доверять своей интуиции, потому что свою истину вы докажете. С огнем, с водой вам нужно работать. Почему? Потому что здесь прям провоцируют, чтобы вы проявили свою любовь. Возможно, этот человек из вашего рода. И помните о том, что если вам что-то кто-то предлагает, неважно, сходить в кафе, либо же заключить какой-то договор на общее дело, либо союз, вообще не суть. Вы должны отталкиваться от одной очень важной мысли. Если у вас есть хоть малейшее недовольство при принятии вот этих вот предложений вам, это не ваш путь. Доверяйте своей интуиции. Вот смотрите на человека, к примеру, он красиво заливает в уши, а у вас внутри дерганина идет. Это реакция организма на то, что этот человек с вас тянет к раднике, даже когда вы только знакомитесь. Вот эти бабочки в животе, это не совсем то, что вы думаете. Это таким образом наш организм нас защищает и подает сигналы, что вот эта особь, эта субстанция несет тебе деструктив. Будь
Что вы не можете сделать? Не делитесь, понимаете? Не нужно какими-то своими знаниями делиться с тем, кто этого не достоин. Вот лучше на себя сейчас обратите внимание. Кстати, сделайте себе подарки. Что бы вы бы там ни хотели. Туз пентаклей. Что вы не можете сделать? Финансовый канал, видимо, прочистить. Чистка нужна и ваша, и вашему финансовому каналу, потому что здесь влияние на ваше волеизъявление через привороты, ребята. Да, вам нужно себя защищать, чистить, защищать, давать обраты достойные, и только тогда вы птицу удачи ухватите, и туз пентаклей пойдет к вам в руки. Это и ваша энергия, и достаток, и ваши блага. Что не можете сделать? Проявить себя как мага и практика. Вам нужны инструкции по тому, как работать с тем же огнем, с теми же свечами, как выходить из таких ситуаций, как обезоруживать врага и как брать над ним верх. Здесь вам нужно пройти то, что я сказала, либо же к кому-то обратиться за помощью на те же чистки, к примеру, да, чтобы кто-то вам как-то подсказал и куда-то вас направил в верном направлении. Так, 5-й вопрос. Давайте посмотрим на данном этапе, где у вас больше всего возможностей для вашего роста. То есть, может, вы что-то пропускаете, но здесь мы уже поняли, что вы пропускаете, по сути. Давайте так, что вы можете сейчас вот в сложившейся ситуации сделать, чтобы вам это пошло во благо и как-то вас подтащило, да, кроме, ну, в правильное направление, кроме того, что я уже озвучила. Быстрая реакция должна быть, работа на кладбище должна быть. Да, здесь магия кладбищенская. Проводите ритуалы, ребята. Проводите ритуалы, что-то нужно новое начинать, что-то изобретать для того, чтобы потом получить свои плоды, удачу. Заняться любимым делом. У вас идет некая точка отсчета. Ух ты, да, здесь должны наказать вы кого-то. Здесь, ребятушки, вы должны кого-то наказать, но здесь мне показывают кое-какой аспект, как вам нужно работать. Ребят, для кого актуально насчет работы по ГОСТу? Вот действительно у кого такая ситуация, уже вот все, не могу, надоело, устала или устал. Обращайтесь, кому это актуально и действительно нужно. Потому что у вас здесь в этом плане затык. Вам кое-как нужно верно начать там работать, для того, чтобы у вас все пошло как нельзя лучше. Да, слушайте, здесь надо переходить в практика, в мага в этом вопросе. И прям, ну, и вы должны учиться. Все, я здесь, ну, карты сами говорят, ребят. Вы должны обучаться. Но ищите человека достойного, ответственного, который будет вам и покровительствовать, и который относится достойно к своему делу, к магии, и тогда у вас будет освобождение от вот этого болота, да, которое вам создали.
Ребят, вы должны расширять свои права, не сидеть в трауре. Все, потому что у вас циклично все валит, валит, валит. Вы как будто из этого круговорота не можете выйти. Вроде бы барахтаетесь, барахтаетесь и снова тонете. Только подплываете к берегу, на секунду глаза закрыли, вы снова тонете. Вот, потому что вас постоянно бомбят. Вот где больше для вас возможностей, для вашего роста. Здесь четкое указание на то, чтобы вы наконец-то раскрывали свой потенциал, ребят. У кого как это будет проходить, это уже дело каждого из вас. Итак, и сейчас вторая часть расклада, как я и говорила, что вам принесла Лита. Ну тут уже все понятно, тут бомбежка магическая. Но и тем не менее, лично для вас, да. В общем, на всю колоду я смотреть не буду. В общих чертах сейчас раскроем этот момент. Что вам принесла? Идете к победе, тяжело, но идете. Несмотря ни на что, все равно над каким-то делом вы трудитесь, что-то вы создаете. Девочки и мальчики, здесь кто-то пытается спасти свои отношения. Даже не знаю, как идет по 3, ладно, пусть будет по 3. Здесь, возможно, есть треугольники, есть зацепки на сердечную чакру, есть подселение. Ментально на вас воздействуют, мороки могут проходить. Но кроме этого, здесь еще также проходит, знаете, какой аспект? Вас одурачивают, вам лгут. Вы стараетесь, да, понимаете, вы вот в данной ситуации один поле воин. Над отношениями должны работать оба. И если вы понимаете, что вы один, значит, вот этот чемодан без ручки должен уйти из вашей жизни. Ой-ой-ой, ребята, здесь, понимаете, здесь опои, окормы могут быть у вас еще. Чтобы вы сидели и не дергались, чтобы и дальше вам дурить голову. И здесь реально кубковый какой-то мужик влияет на ваше сознание. Здесь королева кубков и король кубков, понимаете, здесь пары. Вот как бы я ни хотела, здесь пара, здесь этот человек влияет на вашу голову. Обещает, но не выполняет своих обещаний. В чем себя обманываете? Обманываете себя в том, что вы ушли от какой-то ситуации, либо от какого-то человека. Видимая связь еще есть. Каналы связи не оборваны. Не можете оборвать, возможно, здесь у вас идет недостаточное знание, да, а как еще можно убрать вот эти завязки с этим человеком. А он все борется с вами. И, кстати, башню вашу жизнь просто разрушает вашу жизнь. Если у вас была общая семья, разрушает быт, дом, полностью все рушит. И карта императора. Вам нужно научиться обходить эти ситуации. Вам нужно повышать свои вибрации, свои знания. Ой, еще и по дьяволу. Возможно, вы пытались чиститься, ребят, но у вас как-то не дошли вы до окончательной чистки. Ой. Здесь еще также влияют на вашу интуицию, на предков духа вашего рода, чтобы они вам не могли подсказать, как вырулить, как действовать. Ситуация тянется давно. Вам нужно поднимать свою родовую систему, ее вам перекрыли. Ой,
Вот такой вот у нас расклад. Дальше не хочу смотреть. Здесь Каш-Таро тяжело ложится. Карта за картой идут тяжело. Я думала, хотя бы где-то будет просвет. Нет, здесь прям одно на одно. И вы прекрасно знаете, кто давно на моем канале, что и Каш-Таро нам давала прекраснейшие прогнозы, несмотря на то, что эта колода, она своеобразна, да. Так что вот, что вам принесла Лита. Возможно, кто-то из вас этого всего не знал, либо не догадывается, да, не подозревает даже. Вот. Увы и ах, на это нужно все обратить внимание, иначе вы дальше не продвинетесь. С учетом того, что я записываю в сентябре, да, вот считайте, 2 месяца вашей жизни, вот это вот дрянь влияет в первую очередь на вашу судьбу. Над этим стоит задуматься. Я желаю вам добра этого мира. Оставляйте ваши комментарии. И всем осознанным желаю выйти из вот этой кабалы порабощения, которая ломает судьбы людям и жизни. Пока-пока.